Здравствуйте, товарищи, мы продолжаем с вами проходить игру Spellforce The Orton of Dawn. И теперь пятая карта, Шиэль. Мы прибываем в Шиэль. Наш знакомый сержант Эйнар сообщает о том, что Уртан захвачен. Правда, он уверен, что остались выжившие, и покажет нам место, где находятся уртанцы. По прибытию в лагерь беженцев Эйнар еще раз благодарит, что мы освободили Зеленолистье. Но здесь в Шиэле он не главный, поэтому нам нужно обрать капитану Бахиру. Спрашивается, а зачем он нам нужен? Зачем вообще нам уртанцы нужны? Дело в том, что Шиэль полностью захвачен, войск Брониган тут еще больше, чем в Зеленолистье, и мы в одиночку не сможем отбить рунный храм. Поэтому нам нужна поддержка уртанцев. Но такую поддержку капитан Бахир не может и не хочет выделять. Он говорит, что все это может сделать только лорд-комендант. Мы спрашиваем, где он, но лорд-комендант на самом деле отравлен и поэтому не исполняет свои обязанности. Что нам нужно сделать? Вылечить лорда-коменданта. Дело в том, что местные лекари бессильны, и лорд Бахир просит, чтобы мы отправились в Леонон, нашли Шанмая из Леонона, целительницу из Белой Академии. Видите ли, она, скорее всего, знает, как вылечить лорда-коменданта. Мы туда направляемся. Но дело в том, что портал в Леонон контролирует войска Бронигана, поэтому мы с боем прорываемся к нему, уничтожая всех врагов. Разрушать здание или нет, смотря как вы проходите игру. Быстро или по моей долгой методике. Если вы не уничтожите базы у портала в Леононе, то после захвата храма служения у вас будет шанс блокировать эти лагеря арбалетными башнями до поры и получить больше опыта. Не хотите так делать, тогда разрушаете базы, но лучше это делать сразу. Выбор за вами. Следующий этап, прибываем уже в Леонон, находим Шанмайер и рассказываем о ситуации в Шиэле. Она сразу соглашается нам помочь и определяет яд, которым отравлен лорд-комендант. Для изготовления противоядия нам нужна необычная трава, но она растет только на севере страны. Здесь мы откроем те закрытые врата, которые были до этого момента закрыты. Отправляемся к стражу моста и говорим, что Шанмайер дала нам задание. Он дает нам ключ, говорит, чтобы мы были аккуратны. Мы направляемся на север. Зачищаем весь север от гоблинов. Находим траву в одном из ящиков. И у такого гоблина, как Клингзонг, находим странные штаны. Помнится, в городе Тень есть Танара Швея. Может, она с этим поможет? Что это за штаны? После изготовления лекарства направляемся к ней. Оказывается, это эльфийские штаны, которые украл этот гоблин. Их приводят в порядок, и мы получаем отличные штаны. После возвращаемся в Шиэль. Первое, что мы делаем после возвращения, это покупаем у торговца в лагере руну людей рабочих 5 уровня и проекты лесника и лесопилки для эльфов. Второе, лечим лорда-коменданта, и он просыпается. Он нам говорит спасибо и предупреждает о ситуации в Шиэле. Более того, выделяет нужный нам отряд. Третье, мы делаем не то, что нам показывает игра. Мы не направляемся освобождать храм служения эльфов, который показывают на видеоролике. Мы направляемся по диагонали вправо или на юго-восток от лагеря уртанцев и нападаем на малый лагерь людей-наемников, очищаем его от войск противника. Далее либо уничтожаем эту базу, либо оставляем ее нетронутой. Все зависит от того, как вы собираетесь проходить игру, подольше или сразу, зачищая по возможности базы противника. И продолжаем идти на юго-восток. Наша цель — храм служения людей. Захватываем его, строим базу и застраиваемся арбалетными башнями со всех сторон и готовим армию. Если вы не хотите долго ждать, то как берете армию в 30-35 воинов, то зачищаете запад карты, а не восток. Рунные храмы героев и эльфов пока не освобождаем. Столицу Уртана тоже. Как соберем армию 50-60 воинов, отбиваем 2 рунных храма. Это рунный храм эльфов и рунный храм героев. И не забудьте уничтожить часовых, если они рядом, дабы из главного лагеря по вам не ударили. После этого, собрав армию из 70-80 воинов, уничтожаем главный лагерь противника. Освобождаем город. И тут оказывается, что в Шиэль прибыло элитное войско кулака. Есть 2 способа, как с этой напастью разобраться. Первый предлагает Иллирий через сбор 1000 листьев фланьи и пробуждение дриад. И с их помощью уничтожаем элитную армию противника. На это стоит вообще посмотреть без комментариев. Второй вариант. Своими силами уничтожаем эту армию. Да, это дольше и сложнее, но вы получаете намного больше опыта. Плюс это своего рода вызов.
Смотрите, чтобы ваш главный персонаж не погиб и таким образом не потерял опыт. Вам придется несколько раз собирать армию с нуля, либо в процессе сражения заказывать сразу подкрепление. После собираем ящики, рассматриваем карту, все ли мы лагеря уничтожили, всех ли противников отправили в реку Лету. Ящик, который находится в роще Дриад и который не открыть просто так, подсвечивается синим фоном, там какая-то комбинация. С ним можно разобраться на следующей карте. Он относится к заданию лекарства от ран. А теперь давайте поговорим о втором варианте прохождения этой карты, который нам советуют разработчики и логика игры. Она особо ничем, честно говоря, не отличается. Отличается только начало. Дело в том, что мы направляемся не в сторону храма служения людей, а в сторону храма служения эльфов и рунного храма героев. Мы отбиваем, уничтожаем слабые отряды, отбиваем эти рунные храмы, и после того, как мы соберем армию в 30 эльфов, направляемся в сторону храма служения людей и дальше развиваемся уже от этого храма. При этом, когда вы направляетесь в Лианон, у вас уже нет выбора разрушать или оставить лаги минотавров. Лучше разрушить его сразу. По поводу задания про жену лорда-коменданта. У командира орков в их главном лагере, у рощи Дриад, есть ожерелье. Оно красочно говорит, что стала женой коменданта. Отдаем его Тинару. И тут мы узнаем, что дело тут не только в жене. Дело в том, что предатель, который отравил лорда-коменданта и украл жену, позарился еще и на знамя Уртана. Это родовое знамя этого дома. А это значит, что этот дом королев с севера обесчестен. Пока об этом мало кто знает, поэтому нужно найти пурпурное знамя как можно скорее. Завершить это задание мы сможем на карте Перевал Дикоземья. Если вы столкнулись со сложностями во время сбора Ленни, то основная ее часть находится на юго-западной части карты, но есть и на восточной ее части. К вопросу, почему, когда мы используем дриад, то дают меньше опыта. Дело в том, что основной урон наносят те дриады, которыми мы не управляем напрямую, а направляем их через подвластную одну дриаду. Перед тем, как отправляться в Перевал Дикоземья, необходимо наконец-то решить проблемы с Юдвином. Конечно, если у вас имеется возможность призвать 4 героев. И даже в этом случае бой будет опять же нелегким, но одолеть Юдвина, то бишь призрака 20 уровня, вы сможете. По результату выполнения этого задания вы получаете одно из лучших колец в игре. Конечно, можно победить Юдвина и вызвав 3 героев, то есть 4, а не 5. Но это будет еще сложнее, поэтому выбор за вами. Сейчас выполнять задание или делать это позже. Дальше советую посетить город Тень снова, обновить оружие, пополнить коллекцию свитков и героев, если нужно. А после отправляемся навстречу Перевалу Дикоземья. Ну и еще такой момент, что если есть возможность, то купите в городе Тень у торговца Крага Коллинсона руну орков рабочих 11 уровня. В будущем очень пригодится этот предмет. Ну а на сегодня у нас все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Старый Стратеговод. До свидания, товарищи.